Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Extra Utilities на версии 12.2. Сегодня поговорим про Terraformer. Значит, Terraformer представляет из себя многоблочную структуру, ядром которой является такой вот блок. Значит, если мы заглянем вовнутрь, да, увидим здесь такое окошечко для биомаркера. Биомаркер мы уже рассматривали в предыдущих сериях, значит, вот его крафт. Чтобы записать нужный вам биом, просто находим его, да, Shift правый клик, и, соответственно, у нас записывается необходимый нам биом. Вот я его уже записал на пустыню, Desert. Так, кладем сюда, в это окошечко, соответственно, биомаркер. Так, и далее у нас появляется информация о том, какие нам, соответственно, блоки необходимо еще установить для того, чтобы наш терраформер заработал. Значит, вот он пишет, да, не хватает климографов следующих. Heater и dehumidifier. Значит, всего климографов у нас здесь 8 штук различных. Вот, в зависимости от того, какой биом вы в какой преобразовываете, вам разные климографы будут требоваться. То есть здесь, соответственно, информация нужная вам указывается. Для того, чтобы мне Forest, то есть лес превратить в Desert, то есть пустыню, мне необходимы следующие климографы. Давайте их найдем здесь, в этом списке. Вот он, Heater. Устанавливать блоки не обязательно прям впритык, можно на расстоянии до 4 блоков, допустим, здесь можно поставить. Так, еще нам необходим dehumidifier. Давайте его найдем. Так, dehumidifier. Вот он. Устанавливаем также. Далее, на все блоки этой структуры обязательно сверху нужно поставить антенны. Следующий шаг, само собой, запитываем RF энергией. Я для этого буду использовать блок конденсаторов из Ender.io. Так, запитали RF энергией. Вот эта структура, Terraformer пользуется еще GP энергией. Вот если мы наведем, да, под курсором мы видим информацию. Grid Power расходуется 224 из 766. Ну, у меня там, соответственно, стоят яйца драконов, поэтому у меня как бы GP энергии тоже достаточно. То есть, обратите внимание, что достаточно большой расход, да. Так, заходим вовнутрь, видим, что вроде бы всего достаточно. Следующий шаг, нам необходимо задать, соответственно, радиус, range, то есть в котором будет у нас происходить изменение биома. Ну, давайте выставим где-нибудь на, например, 8 блоков. Так, и следующий шаг, нам необходимо, соответственно, вот эти наши климатографы запитать нужными ингредиентами. То есть вот хитер, да, нам требует, посмотрим, что он может использовать. Ведра лавы, огненный порошок, огненный стержень. Давайте, например, стержни возьмем. Так, берем стержни, кладем сюда. Так, теперь сюда смотрим. Значит, здесь нам потребуется либо песок, либо кактус. Давайте возьмем песок. Кладем. Все. Все, что необходимо, мы сообщили этому терраформеру, он начал работу. Естественно, в зависимости от того, какой биом, какой мы превращаем, то есть вот такая визуализация появляется, нам разные климографы потребуются. То есть какие-то будут делать биом более горячим, например, другие будут его осушать. Если мы там, например, болотный будем, само собой, ровно наоборот, нам придется его там увлажнять и так далее. Вот мы видим, что здесь уже меняется сначала текстурка, да, справа. Вверху есть там карта, да, под ней вот мы видим, что уже у нас пустыня начала образовываться. Причем сам по себе он блоки не меняет, терраформер, то есть он меняет только характеристики биома. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.